Эй, здорово, любители Майнкрафта и каких-нибудь творческих построек, да вообще, в принципе, всякого увлекательного творчества. С вами Order Project, и сегодня я хочу продемонстрировать вам средневековую карту, которую часть построек я построил, часть построек, вот, к примеру, как вот этот замок, построил не я, а другие билдеры. Ну, собственно, их ники я говорить не буду, потому что, в принципе, я не знаю. Этот замок есть в свободном доступе, и с помощью кое-какого приложения я его поставил. Но если кому интересно, напишите в комментарии, я вам скажу, что за приложение. Может быть, даже сниму видео с гайдом, как им пользоваться, хотя я думаю, там и так все понятно. Ну, собственно, приложение удобно, туда можно загружать как и свои постройки, так и чужие. Но вы только смотрите аккуратно. Некоторые чужие постройки используют командные блоки, и мало ли чего произойдет с вашим миром. Ну, я вас предупредил. Ну, а также будьте осторожны, когда ставите постройку. Поэтому, кому нужна крутая средневековая карта, я построил 4 таких мини-королевства в одном большом королевстве. То есть, можете играть в четвером, даже в пятером. Ну, пятому достанется какой-нибудь там развалина, но я позже вам ее покажу. Собственно, вот такое у нас первое королевство. Королевство вот таких вот черных рыцарей. Кому-то достанутся вот алмазные рыцари. Это вот второе мини-королевство. Ну, как королевство? Я бы сказал, княжество. То есть 4 княжества в таком небольшом королевстве. Собственно, вот тропинки я все сам делал. Тут вот некоторые постройки мои. На некоторые даже есть туториалы. Ну, на один дом. Ладно. Уж будем честны. Ну, даже, ну, как бы, некоторые могут сказать, да на 2. Ну, в принципе, да, но там только на картинке он был. Я не показывал, как именно строить, но это мало кому интересно. Думаю, моя болтовня это вообще лишнее. Вот такая вот средневековая деревня получилась здесь из различных построек, которые частично построены мною, частично построены другими крутыми билдерами, которые вот любят строить средневековое. Вот замок, может, некоторые узнают. В Инавуде такой был, ну, на той карте, вот сейчас подсказка могла выскочить, где вы могли видеть этот замок или не видели, но можете посмотреть, собственно, и написать в комментарии, хотим возвращения современного города, потому что там как бы я все предпочитаю строить сам. Ну, либо если что-то вы мне присылаете, там, какую-нибудь свою постройку, то я могу ее добавить на карту, опять-таки. То есть можете присылать свои карты и какие-то постройки буду добавлять. Если вам зайдет данная средневековая, не сказал бы, что рубрика, карта, то я буду ее расширять, добавлять еще какие-нибудь поселения. Вот это, собственно, такая мини-шахтерская деревня. Но мне было лень, скажу честно, шахту строить, поэтому я сделал просто какой-то мини-вход. Но это больше похоже на вход в какую-то, не знаю, просто пещеру. Но видите, тут рыцари охраняют, типа строится шахта. Но процесс строительства тут не показано. Ну, если данная рубрика вам зайдет, то как бы я буду добавлять больше своих построек. То есть строить, может даже буду писать туториалы по постройке каких-нибудь средневековых построек. По постройке построек. Гениально просто сказал, как отрезал. Ну, тут кузница, конечно. Кузнец полно в данном королевстве, да. Как бы любят кузнечное дело. Ну, и фермы, конечно, есть. Везде, где можно. Ну, кроме одного королевства. Ну, 2, ладно. Ну, княжество, опять-таки сказал королевство. Королевство одно. Кто заметил, красные флаги есть. Это означает, тут королевство такое красное. Ну, что-то я чушь сказал. Ну да ладно. Вот, собственно, между каждым княжеством есть тропинки, которые все это дело соединяют. То есть, вот это уже у нас то было предыдущее железных рыцарей, а это вот золотых. Вот такая вот их деревня, окруженная стеной. Лучники там, ну, с арбалетами стоят. Тут, типа, это человечки, да? Не просто там манекены, которые с броней, а типа человечки. Потому что, к сожалению, в мобильной версии, не знаю, может для Bedrock уже вышел мод на всяких кастом NPC. Ну вот не знаю, напишите в комментариях, если знаете что-то по поводу этого. В общем, как бы не бойтесь писать в комментарии, вас никто не укусит, и будет очень приятно с вами поболтать. Ну и также можете попасть в следующие видео с постройками. Но вот эти вот, собственно, ребята попали в сегодняшнее видео, как бы не в начале, это специально. Интрижка такая была, потому что типа, а попадут, не попадут, а попали. Ну, собственно, мы возвращаемся в наше второе княжество, где алмазные рыцари были.
если вдруг уже забыли, успели забыть. Хотя я думаю, вы, наверное, даже не досмотрели до сюда. Ну посмотрим потом по проценту удержания. Может, моя болтовня вам уже надоела. Но все же, если вы любите какие-то такие карты всякие прикольные, сборки карт, можно это назвать сборкой карт, потому что все-таки, как бы, 70% того, что здесь есть, построил не я, может даже больше. Дальше мы переходим по мостику, и тут у нас как бы, ничейное, так скажем, княжество. Тут частично кто-то там тусуется, кто-то сям. Кстати, на этом сиде есть 2 деревни, кому интересно, и даже башня мародеров. В общем, здесь когда-то было какое-то княжество, но оно, как видите, развалилось. Тут 2 развалины стоят, черные рыцари из первого княжества, где огромный город. И тут есть подвал, который я еще не до конца доделал, поэтому я перегородил деревянным забором. Можете там придумать какое-нибудь интересное, увлекательное приключение, там лабиринт, что хотите. Эти развалины вы опять-таки могли видеть в том видео, которое выскакивало сегодня в подсказке. Да, именно сегодня в подсказке. Как бы я опять оговариваюсь. Потому что я вот лечу и говорю. Нет никаких сценариев. Как бы вот одна из 2 деревень, которые здесь есть. Также здесь, по-моему, 2 или 3 пустынных храма я встречал. Вот точно не помню. Дальше вот здесь думал сделать какой-то мини-портик. Но пока руки не дошли, поэтому здесь пока вот чисто 2 дома стоят. Вот такие вот. Собственно, как бы на этом средневековая карта заканчивается. И если вам понравилась данная подборка построек, то подпишитесь на канал, нажмите там на все уведомления, поставьте лайк, напишите комментарий со своим мнением полным, как раз таки касаемо тех аспектов, которые мы сегодня затронули. А с вами я не прощаюсь, так как это все-таки интернет, и мы рано или поздно увидимся. Всем желаю хорошего настроения, приятной игры. Всем до скорых встреч, ребятушки. Всем пока-пока. Эй, ты чего? Это конечная заставка. Как так? Он же попрощался. Нет, он не попрощался. Это просто, это фишка такая. Пока-пока, понимаешь? Чё ты тут еще сидишь? Чё сидишь? Давай кликай на видео какое-нибудь, на плейлист кликни. На что-нибудь уже кликни. Давай, погнали.